Добрый день, меня зовут Кайсин Антон. Это видео я снимаю специально для владельцев автомобилей Honda Civic 5D 8 поколения в кузове хэтчбэк. Сейчас я расскажу, как можно отревизировать рулевую рейку без ее полного снятия с автомобиля и разбора. Да, это можно сделать на месте. Сейчас направлю камеру более крупно на стол, и мы с вами рассмотрим, что нужно сделать для того, чтобы убрать стуки с рулевой рейки. Для вас я собрал простой и наглядный макет, на котором мы рассмотрим, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от стуков в рулевой рейке. Для начала разберем, что же стучит в рулевой рейке и примерно какому пробегу. С пассажирской стороны рейка начинает стучать примерно к 100 тысячам километров в связи с тем, что изнашивается втулка. Втулка расположена примерно здесь, и вал начинает болтаться. Примерно к 150 тысячам километров начинает стучать зубчатая передача. Начинает она стучать из-за того, что изнашивается сухарь и подседает пружина. Также к 150 тысячам километров изнашивается подшипник датчика момента, и торсионный вал начинает внутри него люфтить. Сейчас рассмотрим более подробно, что нам нужно сделать для того, чтобы отревизировать рулевую рейку, не снимая ее и не разбирая. Первое, что делаем, это устанавливаем ремкомплект без снятия с пассажирской стороны. Видео по установке ремкомплекта есть у меня на канале, ссылочку я оставлю. Но самое главное, не забывайте читать инструкцию. Втулки периодически дорабатываются, и самая последняя информация находится в инструкции. Второе, что нужно сделать, это заменить сухарь с пружиной с водительской стороны. Вот они. Владельцам Civic 5D очень сильно повезло. У них в автомобиле отличный доступ до поджимной гайки, которая без проблем откручивается, и также без проблем достается сухарь с пружиной из корпуса рейки. Как достать сухарь с пружиной, у меня есть видео на канале, также ссылочка будет. Мы извлекаем старый сухарь с пружиной из рулевой рейки и устанавливаем новые. О том, как закрутить правильно поджимную гайку сухаря, вот она, я рассказываю в одном из своих последних видео. Ссылочка на него будет также под видео. Третье, что нам нужно сделать, это смазать вал рулевой рейки с водительской стороны. Для этого мы отстегиваем пыльник с водительской стороны и выдвигаем вал на максимальный вылет. Нам открывается отличный доступ до вала и зубьев. Тщательно все вычищаем, наносим свежую смазку, застегиваем обратно пыльник. На этом мы с вами отревизировали рулевую рейку без снятия ее с автомобиля. Мы с вами убрали два самых основных стука с пассажирской стороны и с водительской стороны, а также смазали рулевую рейку по валу и в редукторной части. У вас, скорее всего, возникнет вопрос, а как же быть с подшипником датчика момента? Тут уже на ваше усмотрение, так как его стук ни к чему критичному не приводит. Если стук подшипника вас беспокоит, то что можно сделать? Меняется он тоже в принципе несложно, но работы придется сделать побольше. Для этого необходимо опустить подрамник с автомобиля и, не откручивая рулевую рейку, снять сам датчик момента, либо крышку вместе с датчиком момента, после чего заменить подшипник. Как меняется подшипник и как не сломать торсионный вал при его замене, у меня есть видео на канале, ссылочка также будет. Если вы все-таки сняли крышку с торсионного вала рулевой рейки, то на что следует обратить внимание? Я рекомендую нанести свежую смазку на привод торсионного вала. Здесь лучше использовать специальную смазку для рулевых реек. Но несмотря на это, даже старая смазка служит достаточно долго, и в целом ее замена не обязательна. Если вы выполните все эти действия, то полностью отревизируйте рулевую рейку без ее снятия с автомобиля и полной переборки. А на это, следовательно, меньше требуется сил, времени и денег. Сейчас следует подвести некий итог. Я вам показал
3 действия, которые приводят к полной ревизии рулевой рейки, а также устранению стуков. Вы можете делать все эти этапы сразу, либо по очереди. Тут уже, конечно, решать вам, исходя из того, что у вас стучит в рулевой рейке и насколько вас это беспокоит. Надеюсь, что у меня получилось рассказать, как отревизировать рулевую рейку на автомобиле Honda Civic 5D 8 поколения. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если было вам видео интересно или полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и вступайте в наши группы. В ближайшее время будут еще интересные видео по рулевым рейкам. Спасибо!